Однажды у меня появилась мечта взять на прокат скутер и проехать какую-нибудь страну в Юго-Восточной Азии. В Лаосе я познакомился с девушкой из Франции, и мы отправились в незабываемое путешествие по одному из самых красивых маршрутов. Меня зовут Алексей Кутовой, travel-блог начинается здесь. Для путешествия мы выбрали кольцевой маршрут под названием Тхак-Хэк Луп или петля Тхак-Хэк. О нем не писали российские путешественники, зато он очень популярен у туристов из Европы и США. Всю информацию пришлось искать на зарубежных ресурсах. Итак, петля Тхак-Хэк – это около 500 километров по красивым горным дорогам, где по пути встречается невероятное количество удивительных пещер, водопады, лагуны и другие места. Амбициозно ли для меня? Еще бы. Ведь у меня сравнительно небольшой опыт вождения, а тут еще и с пассажиром. Но все, как говорится, бывает впервые. Мы добрались на автобусе из Вьентьяна в город Тхак-Хэк, откуда начинается петля и где она заканчивается. Традиционно по маршруту едут против часовой стрелки, потому что в восточной части петли сосредоточены самые красивые места. На карте также видно ответвление. Это путь в пещеру Конглор, подземный тоннель длиной 7 километров. Ну а мы с вами отправляемся в стартовую точку, откуда я и начну свой рассказ. Мы сейчас в лаосском городе Тхак-Хэк. Город находится прямо на реке Меконг, и с другой стороны видно Таиланд. Задымление словил. Мы сейчас просто прогуливаемся по этому центру безлюдному. Заодно узнаем, сколько стоит аренда скутера. Что интересно, город Тхак-Хэк был основан французами изначально, но забавно, что здесь также наблюдаются следы и советского влияния, то есть периодически натыкаешься на серп и молот где-нибудь. Смешно, потому что я из России, девушка из Франции, и мы как бы ходим по этому городу и видим влияние своих стран на эту страну. Зашли спросить, сколько стоит скутер, а здесь вот такое существо. Цены пока что не радуют. Скутер стоит автоматически на один день 675 рублей. Это дорого. Деваться некуда, цены везде одинаковые, поэтому мы отправились в путь на следующий день, оставив наши вещи в отеле и взяв с собой только самое важное. Сейчас арендуем скутер. На двоих 600 тысяч кип выходит, по 300 с каждого. Оставляю паспорт в залог и дают нам вот такой автоматический скутер. Вроде как должны быть хорошие. Но они такие прям серьезные. Видно, что для большой дистанции. Но здесь все просто ездят в эту петлю. Итак, сегодня 8 июня, и мы стартовали Тхак-Хэкскую петлю. Сегодня нам предстоит проехать чуть больше сотни. Сейчас где-то километров 8 мы уже проехали, сделали первую остановочку. Так, чисто выехали из города и привыкаем к дороге. Дорога очень красивая, прям очень красивая. И сейчас уже скоро на пути будет первая пещера, в которую мы с вами обязательно заедем. Вход, конечно же, не бесплатный, 10 тысяч кип. Это у нас около 50 рублей, не так уж и много. Вот здесь еще из развлечений есть зиплайн, деревянный мостик. Это все, естественно, за отдельную стоимость. И я бы сказал, не дешевую стоимость. Вот. Но мы пойдем только в пещеру. Какие домики здесь на деревьях рядом с этой пещерой. Смотрите, какая природа тут вокруг. Еще так относительно свежо. Ночью дождь был. Вау! Вон он, огромный вход в пещеру.
Вот такая пещера, ребята, только она затопленная. Тут либо в каких-то сапогах идти, либо совсем босиком. Но на самом деле не хочется как-то туда углубляться, сейчас босиком идти. И здесь еще висит вот такой мостик с паутинкой, на который можно прийти и там, видимо, полежать. Местная живность, какие-то водяные жуки. Здесь еще и какие-то рыбы-иглы плавают. Так, ну я немного все-таки прошелся по воде. И здесь, оказывается, дальше достаточно глубоко. Время не ждет, нам предстоит проехать еще около 100 километров и при этом посетить кучу других мест. Поэтому мы вернулись из пещеры и поехали к следующей. No money. No money. Okay. 10. No. No money or 10. Or 10. Короче, дедулька сидит, побирается. Пещера бесплатная, но попросил с нас денежку, дали ему на двоих 10 тысяч. Вот, ну, по 5 тысяч. Пускай дед порадуется. А мы спокойно пойдем, благословленные, в пещеру. Вот я тупой, конечно. Поехали в петлю на 500 километров, где пещер по пути дофига. И я фонарик забыл. В рюкзаке оставил его в отеле. Вот здесь какой алтарь в пещере стоит. Ну, я думаю, туда мы вглубь не пойдем. Do you want to go inside? I think no. Ну что ж, еще одна пещера. Не слишком вдохновляющая. Оставили дедушке посторожить наши шлемы, чтобы с собой не таскать. Капчай. Капчай, сабайди. Сабайди. Так, проехали уже около 50-60 километров. Очень красивые места. К сожалению, снимать, конечно, за рулем неудобно. Ну, девушка сзади иногда, конечно, снимает, но вот, посмотрите, какое чудесное место мы вдруг увидели, проезжая через мост. Какие-то засохшие деревья. Блин, это так круто. Здесь такие пейзажи просто невероятные. Просто невероятные. Только гляньте-ка на это. Какая красота. Места здесь такие отдаленные от цивилизации. По-английски никто не говорит практически так, чисто пару слов могут какие-то связать. Вот. И местные жители такие все, ну, видно, что они редко туристов встречают, все машут, улыбаются, здороваются. Это, конечно, очень приятно и классно. Вот именно в таких местах ощущается путешествие. Потому что одно дело ездить по каким-то туристическим местам, и совсем другое вот по таким. Вот лаосская деревня во всей красе. Вот козочка на дороге разлеглась. Чухается. Какая милота. Ну, там дома какие-то обычные лаосские. Фу, итак, преодолели большой путь, больше половины пути сегодняшнего. И сейчас добрались до водопада, пришлось объезжать закрытую территорию водохранилища, гидроэлектростанцию. Вот, и по грунтовым дорогам, блин, руки устали, конечно, потому что все-таки это мой первый опыт таких длительных поездок. Руки устали по грунтовке, кое-где лужи, грязь, опасно буксануть можно. Но в целом вроде пока справляюсь нормально. Вот, и сейчас мы движемся по тропе в сторону водопада. Здесь река течет горная, как раз она приносит воды к водохранилищу.
Вот, ну и здесь мостик есть. Сейчас перейдем реку, и где-то там должен быть водопад. О, какая красота! Ну, конечно же, стоило сюда добираться. Однозначно стоило. Ну, здорово, браток. Че смотрим? Общаться будем? Привет, скажешь хотя бы? Аккуратно, не упади. Короче, здесь вот такая, ну, не сказать, что деревня. Но кто-то здесь, наверное, живет с козлами. Домики и козлы. Тропа к водопаду очень красивая. Посмотрите на эти булыжники огромные. Водопад, как видите, небольшой, но очень мощный. Так как сейчас сезон дождей, воды очень много в нем. Далее происходит вот такой прикол. Обзорная площадка, значит, на карте. И дорога привела нас к сельскому туалету. Если это туалет, конечно. Да, это определенно туалет. This is just a toilet. Very beautiful view. You should look. Смотрите, что мы нашли в этом сельском туалете. Маршрут максимально разнообразный. И сегодня что только не проезжали. Вот сейчас ездим по серпантинам. Достаточно на большой высоте. Дорога, на удивление, неплохая. Здесь не успели еще раздолбать лавосцы. Ну что ж, все, доехали. Первый день успешно завершен. И здесь у нас отличный гестхаус у реки. Цены приемлемые. Не самые дешевые, но вполне приемлемые цены. И это прям отлично. Вот. Сейчас заселимся, поедим. И завтра дальше в путь. Вот такое классное местечко. Цены, на удивление, очень дешевые, несмотря на то, что как бы все понимают, что сюда приезжают туристы, которые едут петлю. Вот, ну, 10 тысяч кип — это 45 рублей. Ну, вот, к примеру, да, капучино, всякие латте со льдом. Пиво 90 рублей бутылочка. Завтраки всякие, ну, тоже видите цены. Вот. Ну, вот эти, конечно, основные блюда. Не сказать, что прям дешевые. То есть тут уже, да, чуть посерьезнее. 180-200 рублей. Ну, в целом, опять же, нормальные цены. Ну да, вот бургеры, наверное, потому что их сложно готовить местным жителям. Почему-то самые дорогие. Салаты лаосские 90. Спагетти всякие. Вот, короче, все, что не местное, все дороже. Это 48 тысяч кип стоило, около 200 рублей. Вот здесь свинина, картошка, которую они не умеют до конца доваривать. И у девушки, у Лейлы, овощи. И посмотрите, какая здесь комната. Удивительно, казалось бы, какая-то деревня. Отличная комната. И стоит 200 тысяч кип. Это 900 рублей. Мы делим все напополам с Лейлой. И это получается 450 с каждого. Вот, я сегодня на солнышке, конечно, подгорел. Да. Всем привет. Вчера, к сожалению, не было уже сил чем-то делиться после поездки.
Было очень много эмоций, но и очень много было усталости. А сегодня уже, к сожалению, эмоции подугасли, и нет того запала, чтобы рассказать, насколько мне понравился вчерашний день. Но он мне понравился просто безумно. Это, пожалуй, одно из моих самых интересных приключений за последние годы. Так ехать на скутере длительное расстояние, заезжать в какие-то глубинки Лаоса, где тебе машут все местные жители, здороваются. А сейчас мы уже позавтракали, второй день маршрута, и надо бы выезжать, но еще до сих пор немного идет дождь мелкий, ну и дороги все мокрые. Сегодня, видимо, придется ехать достаточно медленно, потому что тоже опыта у меня мало по вождению скутера в такую мокрую погоду. Так что, наверное, придется ехать, не знаю, 30 км в час, может 40 максимум. А по расстоянию сегодня надо проехать, ну, примерно 110 километров, может 115, учитывая, если места, в которые будем заезжать по дороге. Привет. Сабади. Принарядились по полной. В дождевике придется ехать. Дождик вроде даже прекратился. Наверное, сейчас можно будет уже снять дождевики. Проехали 2 пропускных пункта полиции со шлагбаумами. Я думал, ну все, это тот момент, когда сейчас начнут с нас деньги сдирать. Потому что даже в сервисе проката скутеров сказали, что, ну, типа, осторожней с полицией. И в интернете пишут, что им нельзя останавливаться вообще, ну, потому что будут брать бабки. Вот. Но тут абсолютно нормально, везде шлагбаумы открыли, пропустили. А иду я вот куда. Здесь на мосту, как раз прямо за пропускным пунктом, там видно шлагбаум. Здесь вот такой вид. Ну, не сказать, конечно, что какой-то прям супер удивительный, но красиво все равно. Вот эти мертвые деревья, они какую-то определенную атмосферу создают. Здесь следующая достопримечательность. Прямо у дороги в скалах вырезаны статуи Будды. Здесь такой прям безликий Будда. Классная идея вот так просто сделать вдоль дороги мини-алтари. Там тоже 2 туристки какие-то остановились. Вот она, красота какая. Сегодня достопримечательностей на нашем пути поменьше, но есть другой кайф. Дорога пустая, хорошая и очень красивая. Серпантины. Сейчас уже по сухой дороге едем. Здесь, видимо, с другой стороны горы не было дождя. То есть, когда поднимались, через перевал проезжали, там была мокрая дорога. А сейчас на спуске сухая. И остановились вот в таком месте. Смотрите, какой вид. Путешествие по петле Тхак-Хек открывает Лаос совершенно с другой стороны. Здесь вдоль дорог располагаются простые деревни, настоящая глубинка. Местные жители приветливо машут, а дети вообще приходят в восторг, когда им сигналишь. Но есть и недобрые истории о том, как некоторых иностранцев грабят по дороге, но это скорее относится к другому, более популярному маршруту – плато Балавен. У нас же осталось максимально позитивное впечатление о людях здесь. Немного свернули с дороги. Здесь какой-то монастырь и храм. Вот, кстати, смотрите, джекфрут, кажется, маленький. Да, вон их сколько там наверху. Здесь просто хотел показать вам обычную жизнь. Ну, чей-то дом зелененький. Уточки ходят. Просто такое уютное местечко.
Следующая наша остановка – пещера дракона. И сюда прибыла большая группа туристов на автобусе. Так странно, что они с нами одновременно сюда прибыли. Причем местные туристы, группа монахов буддийских, там, гид с ними. Вот, из города неподалеку, в 20 километрах отсюда. Вот, но маршрут очень красивый. И меня просто поражает, не перестает удивлять, не надоедает. Каждый раз, когда мы проезжаем всякие деревеньки, я специально притормаживаю, ну, во-первых, потому что в деревнях надо помедленнее ездить, а во-вторых, потому что там постоянно эти дети машут, и просто едешь им сигналишь, это так прикольно на самом деле. И я прям огромное удовольствие получаю, и у всех такие искренние улыбки. Welcome to Dragon Cave. Здесь нужно купить билетик, судя по всему. О, привет! Собаку. Билетик стоит 40 тысяч кип. Это примерно 180 рублей. Ну, за такую цену-то пещера должна быть, наверное, классная. Надеюсь на это. Начало уже очень атмосферное. Все эти скульптуры, вырезанные в скалах. И здесь такая тишина. Птицы поют. Влажно, прохладно после дождя. Вот. Но иностранца одного встретили. Говорит, что в пещере очень жарко. Сейчас проверим. Очень забавно. Зашли в пещеру. Здесь лимит роста 1,5 метра. Ну все, не могу пойти теперь. Кайф, классная пещера. Идем мы по такому мостику. Ну Лейла почти в полный рост идет. Сабади. Good. А пещера-то вон какая большая, оказывается. Красота. Здесь такая влажность высокая стоит, поэтому такой, как будто туман. Вот эта лестница, судя по всему, ведет на смотровую площадку. Кислорода маловато, прям запыхиваться начинаешь. Одышка. Вау, здесь прямо практически дикие джунгли. Очень жарко, духота прям нереальная. Вау, через скалы прямо пробираться. После дождя по таким склонам очень скользко подниматься. Трекинговых ботинок у меня нет. Вот в кроссовках в обычных очень сложно, конечно. Ну как, терпимо, но можно поскользнуться. Такой вот вид. Ну да, получается, вот с высоты дороги мы поднимались сюда. Вот такая вот жара. Вот так всегда. 20 минут поднимались, минуту постояли на площадке, потому что там жарко безумно. И все, и обратно вниз.
Смотрите, какую сеть несет. Вы должны понимать, что я показываю вам лишь малую часть того, что есть на маршруте. Каждый день нужно проезжать около 100 километров и успевать посещать интересующие места. Приходится делать выбор, иногда не очень удачный, поэтому в любом случае упускаешь что-то. Например, к последней достопримечательности второго дня пути мы доехали уже к закату, и даже не оставалось времени подольше там побыть, а хотелось бы. Следующая достопримечательность на нашем пути прям совсем в какой-то лаосской глубинке. Проехали через деревню, абсолютно дикую, казалось бы. Но здесь у нас место под названием Кулпул. То есть прохладный бассейн. Сразу видно, что здесь прохладная. Действительно, не обманули. Прохладная водичка. Просто зацените атмосферку. Музыка долбит под огромной скалой. Мани, 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 мани. Кулпул, действительно Кулпул. Очень клево здесь, прохладно. No. YouTube. No. YouTube. No. No. YouTube. Какие плохие дети. Плохие лаосские мальчишки. Вода такая прям прохладная, кайфовая. Приставучие, только мелкие. Эй! Короче, лаосские детишки очень наглые попались. Подбежали денег просить. А я решил у них попросить денег. И после этого они начали факи мне показывать, за мной гоняться. А у местных тут тусичи вообще жесткие. Они тут прям готовятся к какому-то празднику, судя по всему. А, ну да, сегодня же пятница, точно. Пятница — это же великий праздник в любой стране мира. На столах уже пивко заготовлено. Да, ребята, Лаос — это, конечно, сплошной контент. После купания в лагуне нас ждал не самый приятный сюрприз. Опасный серпантин, после которого мы так устали, что уже не оставалось сил что-либо снимать. Мы приехали в гестхаус, поели и легли спать. Вот здесь мы сегодня ночевали. Такое утро сырое снова. Над горами облака летают. Мы вот в этом домике жили. Ну там, короче, много номеров внутри. Пес, привет. Вот наш номер стоил 180 тысяч кип. Ну, это очень дешево, нормальная цена. Вот. И здесь вот есть еще другие номера. Здесь уже по 260. Мы посчитали, что ради одной ночи мы можем и потерпеть в комнате побюджетнее. Поэтому решили заплатить поменьше. Было нормально в целом.
Так, сейчас позавтракаем, заберем наши вещи из стирки и поедем дальше. К сожалению, не все идет по плану. Вчера вечером сдали одежду постираться, ну, потому что она просто безумно воняла уже. Вот. И электричество отрубили, и высушить ее не успели. И вот мы с вами подбираемся, пожалуй, к главной достопримечательности петли Тхак-Хек. Пещера Канглор, которая представляет собой огромный природный тоннель длиной 7 километров. Это одна из самых крупных пещер Лаоса. Сегодня третий день нашей петли. Приехали в пещеру. Вход дорогой, потому что включена экскурсия на лодке. Вот, 110 тысяч кип. Дорого, но я думаю, оно должно того стоить. Ну, прямо все по уму. Выдали жилеты, даже дали шлепки на прокат. Я с собой в это путешествие решил шлепки не брать, у меня тут кроссовки. Ну, наш гид бодренький. Ну, это прямо adventure тур. Гид прям бодренький, так стартовал, что фиг за ним угонишься. Молодец. Знает свою работу хорошо. Вот здесь у нас пересадка, транзит. Монахи прямо активные туристы, я смотрю. В Лаосе очень часто мы встречаем, по пещерам по всяким лазят. Вот, гид наш готовит фонарики. Прикольная у них система, моторы для лодок лежат отдельно. Вот он выбрал какой получше. Сейчас поставит. И поплывем. Что, господа, поехали! Большая пещера, все оборудовано здесь внутри. Ну, честно, кажется, мне, по-моему, надоели пещеры, потому что видел я их уже слишком много за свою жизнь. Она действительно большая, на лодке поплыли там километр, наверное, может, чуть меньше. Но я не могу сказать, что меня прям очень сильно впечатляет. Наверное, действительно уже приелись мне пещеры просто. Я понял, что мне это напоминает какую-то секретную базу военную, подземную. На свет белый. Короче, я не знаю, сколько мы плыли по пещере, но, пожалуй, это самая большая пещера, в которой я был. Прям вот реально минут 30, наверное, плыли. В такое место нас привезли. 30 минут дали отдохнуть после пещеры. И потом обратно тем же путем, я так понимаю, через пещеру возвращаться.
Пес разнервничался, что я в его сторону пошел. อ้วนว่าไปหมู่ Заплываем снова в пещеру. Обратный путь. Просто какие-то невероятно странные насекомые. Очень красивые. Расстояние от прошлого места ночевки до пещеры 40 километров. Затем нужно вернуться обратно и проехать еще 25 километров. Но там нас опять ждали неприятности. Так, ну без приключений никуда. Мы на самом, опасном за все это путешествие серпантине. И начался дождь. Просто везение огроменное. Вот, казалось бы, 20 минут назад ничто не предвещало. А теперь дождь идет. Будем ехать очень медленно. Короче, просто вечер приключений. Во-первых, попали в дождь на серпантине, но ничего, нормально доехали. Но приехали мы в гостевой дом, прям совсем локальный. Ну, то есть здесь никто не говорит по-английски. Там сразу дети прибежали, начали на нас смотреть. Жесть какая-то. А самый прикол, то что мы сейчас 1 километр доехали до кафе. Просто очень местное кафе. Здесь мужик спал, ну такой в возрасте. И пытаюсь с ним как-то объясниться, показываю в переводчике с русского на лаосский. И он такой читает перевод, ничего не понимает. А потом начинает по-русски читать. А я написал, можно ли сделать для девушки суп без мяса. По-русски прочитал и такой, да, без мяса. Вообще удивительно, в какой-то глубинке лаосской просто мужчина говорит по-русски. Очень плохо, но говорит и понимает. Это удивительно. Попросили вот суп, мне сделали с мясом. Или сделали без мяса, но, судя по всему, мясной бульон и с яйцом. Ну, с яйцом она ест. Ну, короче, чистый лаосский локальный суп. Спасибо. Сколько стоит? 50. 50. 50. Где научились говорить по-русски? В Латвии. Где? Бенгород. Город, Бенгород. А, Белгород. Да, Бенгород. Учились в Белгороде. Да. Вот это да. Уже долго. Очень вкусно, спасибо. Спасибо вам. Я учил училище Северо-Западное училище. 3 года. 3 года. А в каком году? Как говорить трудно. Я понимаю, да. Уже 30 лет. 40 лет 40 лет назад? назад. Я очень удивился, что вы говорите по-русски. Да. Да. Ладно, всего вам самого доброго. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Счастливого пути. Спасибо. Что я могу сказать? Сегодня был интересный день, конечно. Правда, всего лишь одна пещера была сегодня из достопримечательностей, но получился такой все равно насыщенный достаточно денек. Проехали километров 90-100 и остановились в итоге в таком прям совсем местном месте деревни Лаоской. Здесь дети, как только нас увидели, все прибежали, не отставали от нас. Вот сейчас сидим. Туристов здесь вообще нет. А еще нет электричества. Ну, сегодня с утра вообще в этом районе нигде нет. В нашем прошлом гестхаусе тоже не было электричества. Вот, скутер закатили сюда внутрь здания. Хозяин зачем-то сказал. Ну, наверное, так безопасней. Еще сегодня произошла неудача. Посмотрите на ногу путешественника.
здесь рана. И сегодня, возможно, я сломал палец, не уверен, но он синий. А все потому, что когда шли в пещеру с гидом, он мне в какой-то момент руку подал. Я ее взял и споткнулся в итоге. Знаете, вот иногда, когда кто-то хочет оказать помощь, он делает только хуже. То есть, скорее всего, сам бы я нормально прошел в том месте. Но вот в итоге теперь у меня синий палец. Всем привет! Сегодня 4-й заключительный день нашего трипа по Тхак-Хекской петле. Уже 30 километров проехали, осталось еще 100 километров до, собственно, начальной точки нашего маршрута, города Тхак-Хек. И, к сожалению, не удалось сегодня позавтракать. У того мужика, который по-русски говорит, у него только суп. Поэтому мы без завтрака решили просто выдвинуться. Сейчас уже приехали в какую-то деревню, и здесь, скорее всего, найдем по дороге какое-то кафе, перекусим, позавтракаем точнее. И поедем уже дальше по прямой. Сегодня уже по пути, к сожалению, нет никаких достопримечательностей интересных, просто дорога. Ну и, собственно, погода такая, что не особо-то и хочется куда-то заезжать. Дождик идет мелкий, дорога мокрая. Вот такие дела. Остановились в местной кафешке. Вот, смотрите, какие цены. 20 тысяч, это у нас 90 рублей. Вот такая вот еда. Просто посмотрите, какой сервис в локальных кафе по сравнению с туристическими. Это вот это одно блюдо. Ну и, соответственно, вот второе блюдо. Чтобы вы понимали, это главная дорога между городами из Вьентьяна в Тхак-Хек. И вот так уже километров 10 еду. Здесь же фуры, куча колдобин. Ну ладно, зря я жаловался. После этого участка дорога оказалась очень хорошей. И даже максимальная скорость была 85. Ну, в моменте. Так, в основном ехали около 70-75. Осталось 57 километров. Достаточно быстро мы продвигаемся. Но, конечно, тяжело такое расстояние проезжать без передышек. Каждую 1/3 пути мы делали остановку длительную. Вот сейчас тоже остановились. Шея очень болит. Ну, от шлема, от того, что голова в таком положении. Короче, устаю достаточно сильно. Но все-таки должна же быть хотя бы одна достопримечательность на сегодняшнем пути. И она есть. Немножко странновато. Называется Великая Стена. И вроде как это естественное образование. Тогда почему столько шуму, что даже есть собственное название и на карте отмечено как достопримечательность? Ну, по-моему, вполне естественная скала. Цикады верещат. Пробрались через потайную дверь в этой стене. Ну, не сказать, что что-то прям супер интересное. Ну все, доехали обратно в Тхак-Хек. Капец, маршрут завершен. И самое смешное, что за примерно 500 километров этой петли сейчас, вернувшись в город, мы чуть не врезались в козу. Просто, ну, типа, я ко всему готов обычно, но тут она появилась просто вот из ниоткуда, вылетела, прям под скутер как вылетела. Но я успел затормозить нормально, мы, конечно, перепугались немножко, но это было бы ржачно сбить козу. Просто в последние 2 километра маршрута нашего. Это ржака просто реально. Фух, ну, в общем, сегодня день, конечно, безумно тяжелый. Я прям очень сильно устал. По большей части потому, что очень много было пыльных дорог с ремонтом. И пыль в глаза летит, особенно после дальнобойщиков, после фур. Это просто жесть какая-то. Глаза устали очень сильно. Вот. Ну и вообще в целом тоже спина, шея. Вот. Но главное, доехали. Все нормально, все хорошо.
Сейчас уже осталось доехать 500 метров до нашего отеля. Вот он, красавец. Ни одного падения, ни одной притирки, ничего. Вообще все четко абсолютно. Так мне понравилось на этом скутере ехать, вы не представляете. Очень хороший. Реально вот максимально было комфортно на нем ехать. Ну и все, вернулись обратно в тот же отель, забрали наши рюкзаки, здесь их бережно хранили 4 дня. Все, сейчас заселимся снова, точнее уже заселились в комнатку, будем отдыхать. Маршрут был, конечно, бомба. И очень горжусь собой, что смог его проехать, потому что это первый раз для меня такой длительный был переезд. Ну что ж, я очень надеюсь, что вам понравилось это путешествие и вы разделили его со мной. Если это так, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Пишите свое мнение в комментариях, это очень важно для продвижения моего видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал, здесь будет еще много приключений.